Сегодня я расскажу, как избавиться от такого неприятного симптома, как вздутие живота. На самом деле, вздутие очень часто признак серьезных проблем с вашим ЖКТ и является сигналом от вашего организма срочно бежать к врачу. Меня зовут Ренат Сагдеев, практикующий врач-гастроэнтеролог, лучевой диагност. И в этом видео вы узнаете, какие продукты в первую очередь вызывают метеоризм, в каких случаях вздутие – это признак проблем со здоровьем и как от него навсегда избавиться. Здравствуйте! Как влияет вздутие живота на качество жизни человека? Вы правильно заметили, вздутие живота – это не только физическая проблема, но и психологическая тоже. Люди, у которых живот начинает урчать в общественных местах, просто-напросто начинают избегать эти места, самоизолируются. Им неудобно и неловко ходить в кинотеатры, в театры из-за того, что вздутие живота привлекает внимание. Некоторые мои пациенты говорят: хожу как беременная, живот так раздулся, что даже не могу наклониться. У некоторых появляется чувство страха, даже можно сказать чувство паники. Из-за этого люди начинают думать, что вздутие живота – это признак опухоли и начинают искать то, чего нет. Насколько распространена проблема вздутия среди ваших пациентов и как часто она остается незамеченной? Если говорить в процентном соотношении, то думаю 50 на 50. Одна половина придает чересчур пристальное внимание, другая же наоборот не придает этому значению вообще. Некоторые пациенты о вздутии узнают, когда приходят ко мне на УЗИ органов брюшной полости. Когда я говорю, что у них живот раздулся так, что аж печень подпирает в грудную клетку. Удивляются. Какие первые шаги следует предпринять человеку, столкнувшемуся с проблемой вздутия? Это я говорю абсолютно всем своим пациентам, которым на УЗИ нахожу метеоризм, или если пациенты обращаются ко мне с такой жалобой. Для начала надо сдать анализ кала на капрологию. Если у пациентов еще дополнительно к этому жидкий стул, то и на эластазу кала тоже. Если же вы не проходили УЗИ брюшной полости, то дополнительно еще и УЗИ. Это, так сказать, база. А дальше уже будем думать, в каком направлении двигаться, и будем искать причину. В каких случаях применение эспумизана и других препаратов действительно оправдано? Хороший препарат, и это не реклама. Это симитикон. Сделан он на основе трав. Называется трава аптечный укроп. Вообще рекомендуется его принимать и с профилактической целью тоже. Например, в течение недели до УЗИ органов брюшной полости. Конечно, самостоятельно принимать его более 10 дней не рекомендуется. Все-таки лучше обратиться к специалисту и выяснить причину вздутия. Я так понимаю, эспумизан и другие ветрогонные – это кратковременное избавление от вздутия. Какой подход к лечению является наиболее эффективным в долгосрочной перспективе? Абсолютно верно. Ветрогонные средства – это всего лишь временное избавление от вздутия. Необходимо все-таки выявить основную причину. К примеру, возьмем у человека непереносимость лактозы, молока, а он любитель якобы здорового питания и ест молочную кашу по утрам. Естественно, ветрогонные средства не дадут должного эффекта. Вы сказали непереносимость лактозы. Почему некоторые люди более чувствительны к определенным продуктам, вызывающим вздутие? Да, действительно, у каждого из нас организм индивидуальный. Одни люди не переносят молочные продукты, другие, например, капусту. Это связано с особенностями организма. Например, состав кишечной микрофлоры у каждого индивидуален и не повторяется как отпечаток пальца. Поэтому у некоторых клетчатка переваривается хорошо, а у кого-то вызывает вздутие. Какие продукты лучше всего исключить или минимизировать в рационе для снижения вздутия? Это бобовые, фасоль, горох, чечевица, капуста в любом виде, молочные продукты, сладости и заменители сахара, газированные напитки, хлебобулочные изделия из высших сортов муки. Это не полный перечень продуктов. Как определить, какие именно продукты вызывают вздутие у конкретного человека? Определить, какой продукт вызывает вздутие, может быть индивидуальным процессом, так как мы уже говорили, что у каждого человека разные реакции на пищу. Записывайте, что вы едите и пьете, а также симптомы, включая время появления и степень выраженности вздутия. Это поможет выявить закономерности между приемом пищи и дискомфортом. Постепенно исключайте подозреваемые продукты из рациона. Начните с наиболее распространенных триггеров, например, молочные продукты, бобовые, капуста, овощи. И наблюдайте за изменениями в самочувствии в течение 1-2 недель. Убедитесь, что изменения в диете сбалансированы и не приводят к недостатку питательных веществ.
После исключения определенных продуктов верните их в рацион по одному, чтобы оценить реакцию организма. Это позволяет точно определить, какой продукт вызывает вздутие. Иногда не сам продукт, а способ его приготовления может влиять на реакцию организма. Например, жареные или острые блюда могут вызывать большее вздутие, чем вареные или запеченные. Обратите внимание на эффективность пищеварительных ферментов. Если у вас есть подозрение на непереносимость определенных углеводов, попробуйте использовать пищеварительные ферменты. Какое влияние оказывают простые углеводы, то есть сладкое, на пищеварительную систему и почему они часто вызывают вздутие? Углеводы могут вызывать вздутие по нескольким причинам. Основная причина – они могут не полностью расщепляться в тонкой кишке и попадают в толстую кишку, где подвергаются ферментации микробами, что приводит к образованию газов. В чем заключается опасность сочетания сахара и жиров в одном приеме пищи? Хороший такой вопрос на самом деле. Оба вещества высококалорийны. Сочетание сахара и жира в различных продуктах, например, в сладких десертах или фастфуде, может привести к значительному увеличению общей калорийности блюда, что в свою очередь может способствовать набору лишнего веса и ожирению. Сочетание сахара и жиров может давать мощный кайф из-за высвобождения дофамина, нейромедиаторов, отвечающих за ощущение удовольствия. Это может создать зависимость от подобных продуктов, что побуждает людей регулярно их употреблять, даже если это вредно для здоровья. Как низкая кислотность желудка влияет на процесс пищеварения и вызывает вздутие? Кислота в желудке помогает расщеплять пищу и активирует пищеварительные ферменты, такие как пепсин, который важен для переваривания белков. При низкой кислотности пища может не перевариваться должным образом, что приводит к неполному расщеплению питательных веществ. Непереваренные остатки могут вызвать вздутие и дискомфорт в кишечнике. Нормальная кислотность желудка служит барьером против патогенных микроорганизмов. Если уровень кислоты низкий, это может способствовать росту вредных бактерий и грибков в желудке и кишечнике. Эти микроорганизмы могут вызывать воспаление и дополнительные проблемы с пищеварением, что также будет способствовать образованию газов и вздутию. Какие признаки указывают на недостаток ферментов поджелудочной железы? Основным признаком экзокринной недостаточности поджелудочной железы является криаторея. Это неперевариваемость жиров, что в свою очередь проявляется диареей, то есть жидким стулом. Если вы испытываете проблемы с пищеварением, а именно болевые ощущения в области живота, выраженное вздутие, жжение в области груди, изжога, частые икоты, неприятный запах изо рта, тошнота или рвота, это может говорить о серьезных нарушениях в работе кишечника, и для решения этих проблем я готов вам помочь. Зрителям моего канала доступна консультация лично со мной по вопросам восстановления работы органов желудочно-кишечного тракта. А для того, чтобы попасть ко мне на консультацию, перейдите по ссылочке под этим видео, и вы сможете написать мне лично и записаться на консультацию. Какие факторы способствуют развитию синдрома избыточного бактериального роста? Синдром избыточного бактериального роста СИБР возникает, когда количество бактерий в тонкой кишке превышает норму. Как мы уже говорили, кислотность в желудке – это барьер. Кислота убивает все живое, но если ее концентрация недостаточна, то часть бактерий может проникнуть в тонкую кишку. Некоторые структурные изменения в тонкой кишке, такие как дивертикулы, структуры или аневризмы, могут создавать потайные места, где бактерии могут скапливаться и размножаться. Также может влиять на движение пищи в кишечнике, что приводит к застою и росту бактерий. Как можно диагностировать и лечить СИБР, чтобы предотвратить вздутие? Диагностика и лечение синдрома избыточного бактериального роста включает несколько этапов, начиная с первичной оценки симптомов и заканчивая проведением специализированных тестов. Симптомы СИБР могут включать вздутие, метеоризм, диарею, боли в животе и нарушение усвоения питательных веществ. Наиболее распространенный метод диагностики СИБР – это тест, который включает измерение уровня водорода в дыхании после употребления определенных углеводов, например, лактозы или глюкозы. Увеличение уровня водорода указывает на рост бактерий в тонкой кишке. Анализ стула может помочь выявить присутствие определенных бактерий или других патогенов. Лечение у каждого индивидуальное. Кому-то понадобятся антибиотики, а кому-то нет.
А как же всем известные пробиотики и пребиотики могут помочь в лечении СИБР и восстановлении здоровой микрофлоры кишечника? Давайте разберем, что про это говорит научное сообщество. И оказывается, все эти якобы препараты, которые содержат бифидолактобактерии, на самом деле обыкновенный развод населения. Во-первых, было доказано, что большая часть этих бактерий погибает от действия желудочного сока в желудке. Следующая часть погибает под действием желчи в двенадцатиперстной кишке человека. И та часть, которая доходит потом до толстой кишки, оказывается, провоцирует развитие кишечной аллергии, так как свои собственные бактерии, то есть своя микрофлора кишечника и сам организм, воспринимает эти якобы чудо-лекарства как чужеродный белок и начинает активно вырабатывать антитела. Отсюда, соответственно, появляются различные аллергии, дерматиты, непереносимость лекарств. Если вы испытываете любые проблемы с ЖКТ, о которых я говорил ранее, то, пожалуйста, не затягивайте и обратитесь за помощью к квалифицированному врачу. Так вы убережете себя от будущих проблем со здоровьем. А чтобы не пропустить новые полезные видео, подписывайтесь и жмите на колокольчик.